Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Камон, парни, у вас там медовый месяц? Девятое место. Они такая парочка, я не могу. Чонгук опять не может оторваться от персика Тэхёна. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Флирт Вигу с мокрыми последствиями». Разбираем мокрый момент, который всех озадачил. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Ай-яй, кто-то следит за тиктоком своего парня. Седьмое место. Чонгук приглядывает за любимой задницей Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. Мне так нравится эта фотография. Пятое место. Нужно больше ракурсов. Четвертое место. Тэхён такой счастливый в этот момент. Третье место. Новости. Хит с радио Канада в Твиттере. Сегодняшний выпуск Global Pop Frenzy начался с песни Aliens BTS. Нужно огромное мужество, чтобы отстаивать свое творчество и свои убеждения. Мы гордимся BTS и всеми артистами по всему миру, которые продолжают делиться с нами своей музыкой и искусством, несмотря на трудности и препятствия на их пути. Мы видим вас. Мы чтим вас.
Мы надеемся, что нашу музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, не разделяя ее по регионам или языкам. Мы благодарим армии и всех, кто всегда был рядом с нами. Самый очаровательный бойфренд Чангука глазами самого Чангука. Тэхён сегодня был одет в водолазку Пола Ральф, Лорен Дэн и Дэйв. Это чрезвычайно редкий, очень желанный винтажный предмет из коллекции начала 1990-х годов среди коллекционеров. Тэхён всегда есть чем удивить. С тобой каждый момент особенный. Billboard, BTS и Грэмми. Премия Грэмми всегда подчеркивала, что награды и номинации не должны основываться на коммерческом успехе. Однако артист, демонстрирующий такие результаты, не должен просить, чтобы его впустили. Он уже давно здесь и заслуживает занимать столько места, сколько заслужил своими достижениями, независимо от того, признает это широкая публика или нет. BTS не отказываются от признания. Они отказываются от той формы признания, которую считают меньшей, чем та, которую уже заслужили своим годом. И делают это именно в тот момент, когда у них, вероятно, был лучший шанс получить статуэтку, к которой они стремились столько лет. Как уже отмечалось, Суим не могла бы участвовать в азиатской поп-категории. Но такие песни с альбома, как «Hooligan», «Aliens» и «Body to Body», последняя является современной интерпретацией корейской народной песни, в честь которой назван альбом, безусловно, достойны Грэмми. А узнаваемость имени BTS сама по себе могла бы привести к тому, что Академия наконец вручила бы группе их первую статуэтку. Будущие релизы и сольные проекты, вероятно, могли бы принести им еще несколько наград. Но BTS никогда не были теми, кто почивает на прошлых достижениях. Arirang — это альбом, изначально ориентированный на мировую аудиторию. Для работы над ним были приглашены новые международные соавторы, чтобы освежить уже успешную формулу, которая ранее принесла группе 6 альбомов, номер 1 в чарте Billboard 200 и 6 синглов, номер 1 в Hot 100. После выхода Arirang их рекорд увеличился до 7 первых мест в обоих чартах. BTS, возможно, только что отказались от своего лучшего шанса получить первую групповую премию Грэмми. Но, судя по всему, они сделали это потому, что альтернатива почти наверняка означала бы победу, которая лишь подтвердила бы идею, которую они опровергали всю свою карьеру. Будто их музыка — это региональное явление или альтернатива мейнстриму, а не неотъемлемая часть мировой поп-культуры. BTS уже видели этот фильм раньше и знают, чем он заканчивается. Но на этот раз они уходят еще до финала и по дороге объясняют всем, почему приняли такое решение. BTS в очередной раз показывают Грэмми и всему миру, что каждый имеет право отстаивать свои принципы и бороться за равные отношения. Они не отказались от признания и не испугались конкуренции. Они отказались принимать категорию, которая фактически отделяет азиатских артистов от общей мировой поп-сцены. Это заявление о том, что их музыка не региональная альтернатива, а полноценная часть мировой поп-культуры. Тэхён, погоди, Чангук не успевает.
Ошеломляющий рекламный щит Чангука для ГРЭФ появился на фасаде торгового комплекса Ganglian City Center в Ханчжоу, Китай. Это один из самых знаковых LED-экранов в Китае. Реклама на нем стоит невероятно дорого. ГРЭФ действительно готов потратиться для Чангука по-крупному. Ну совсем засмотрелся Чангук. Фанаты ответили на протест Грэмми со стороны BTS. Режиссер K-pop Demon Hunters Мэгги Кан также поддержала группу. Песня Aliens с посланием «Мы особенные», потому что отличаемся неожиданно заняла первое место в iTunes 78 стран. После того, как группа BTS объявила протест премии Грэмми, их поддержали армии и известные личности по всему миру. Как сообщает музыкальная индустрия, 30 июля песня Aliens из пятого альбома BTS, выражающая их амбиции в мире, неожиданно заняла первое место в чартах iTunes Top Songs в 78 странах мира благодаря стриминговой поддержке армии. Aliens — это песня, в которой BTS метафорически сравнивают себя с инопланетянами, рассуждая о своей идентичности и амбициях, выступая как корейцы на мировой сцене. Текст песни выражает их волю создавать свои собственные стандарты и двигаться вперед, а также несет послание: наши различия и наши мысли — это и есть наша уникальность. В этой песне BTS особенно остро критикуют западный мейнстрим музыкальной индустрии, сомневающийся в их успехе, словами «Вы, с широко открытыми от изумления глазами, говорите». Такой беспрецедентный успех песни из альбома, занявший первое место, объясняется тем, что послание BTS о протесте Грэмми «Не разделяйте музыку по регионам и языкам» перекликается с текстом этой песни. Это означает, что мировые фанаты прониклись решением участников группы решительно отказаться от подачи заявок, вместо того, чтобы подстраиваться под критерии Грэмми. Фанаты всегда горячо поддерживали BTS стримингами и другими способами всякий раз, когда группа достигала поворотного момента в своей карьере. Например, в декабре прошлого года, накануне их полноценного камбэка, фанаты вывели песню BTS Anpanman 2018 года на первое место в чарте Billboard World Digital Song Sales. Вслед за таблоид Epic High свою поддержку решению BTS выразили и другие знаменитости. Режиссер анимационного фильма Netflix K-pop Demon Hunters, канадка корейского происхождения Мэгги Кан, опубликовала в социальных сетях новость о протесте BTS премии Грэмми и добавила эффект аплодисментов, выражая свою поддержку. Ни на шаг друг от друга. Песня Normal группы BTS вновь вошла в американский чарт Billboard Hot 100, заняв 33 место. Песня Normal вновь вошла в американский чарт Billboard Hot 100, заняв 33 место в чарте от 1 августа, что стало новым пиковым результатом для трека. Изначально песня дебютировала в Hot 100 на 41 месте в апреле после выхода полноформатного альбома группы Ari-Rank. Сейчас трек проводит в чарте уже 4-ю непоследовательную неделю. Это первое попадание песни в топ-40. Кроме того, Normal возглавила чарт Billboard Digital Song Sales на этой неделе.
Новый всплеск активности в чартах последовал после недавнего объявления о том, что BTS выпустят корейскую версию песни. После релиза альбома Arirang в Hot 100 дебютировали 13 песен с этой пластинки, а сами BTS тогда снова поднялись на первое место в чарте Billboard Artist 100. Суперсложный квест «Найди семейную парочку». Новости о том, что BTS отменили свое участие в Грэмми 2027, настолько потрясли мир, что об этом говорят даже российские СМИ. Так, на российском федеральном пятом канале осветили эту ситуацию и даже сказали, что Грэмми находится под угрозой отмены. Очень приятно, когда наши СМИ говорят о BTS, и вдвойне приятно, когда их называют сверхпопулярной группой. Улыбка, в которой нет спешки, зато есть столько любви. Она одна из тех, кто публично защищал и продвигал новую категорию Грэмми, и которая возложила вину на BTS за критику, которую эта категория сейчас получает, помимо того, что сделала свой аккаунт в их приватным, удалила из своей биографии упоминание о том, что она вице-президент по маркетингу в Universal Music Enterprises, AMC, хотя эта должность все еще указана в ее профиле на LinkedIn. Легитимно задаться вопросом, знает ли AMC, компания, которая поддерживает коммерческий альянс с Hype и через свой лейбл Geffen Records помогает с дистрибуцией, продвижением и релизами BTS, что одна из ее исполнительных директоров использует свои социальные сети, чтобы публично обвинять артистов в защите принципов, которые они отстаивают в отношении своей собственной музыки. Хотя на самом деле это неудивительно. Это не первый раз, когда исполнительный директор, связанный с этим лейблом, высказывает неуважительные комментарии в адрес группы или одного из ее участников. Когда любимка вот уже секунду не смотрит на тебя, а тебе хочется внимания. Что потеряла премия Грэмми, когда группа BTS ушла? 5 лет BTS мечтали о Грэмми, и это желание никогда не скрывалось. Группа отправляла свои работы на церемонию каждый год. Участники летали в Лас-Вегас и демонстрировали выступления, превосходящие по качеству церемонию, возвращались домой ни с чем и снова пытались получить награду. На красной дорожке в 2022 году лидер рассказал американскому новостному каналу, что предыдущие 2 года были изнурительными и разрушительными, и что Грэмми все это окупит. Он сказал это как лидер самой продаваемой группы в мире, что говорит о том, что трофей перестал быть просто наградой и стал чем-то вроде вердикта, которого он ждал. Я смотрел эту церемонию в прямом эфире в понедельник утром в редакции, как корейцы всегда смотрят американские церемонии награждения в неподходящее время и с огромными ставками. Около 15 из нас стояли вокруг телевизора,
редакторы и репортеры все еще в масках в те пандемические дни. Когда выступление с песней «Butter» закончилось, никто ничего не сказал, да и не нужно было говорить. Каким бы ни было выступление мирового уровня, мы только что наблюдали лишь одно. Несколько минут спустя награда досталась другому, и разрыв между тем, что мы видели, и тем, что видели избиратели, стал главной темой, хотя BTS представит свои слова лишь спустя 4 года. Они сделали это 29 июля. Каждый из 7 участников опубликовал одно и то же краткое заявление, объявляющее, что группа не будет представлять свою музыку на премию Грэмми в этом году, добавив надежду на то, что музыка будет услышана и любима такой, какая она есть, а не по региональному или языковому признаку. Big Hit Music попросил воспринимать заявление как есть, и это примечательно, потому что в нем ничего не требуется. Бойкот предполагает выдвижение требований. В этом заявлении требований не было условий, не было названо никаких претензий, и оно не предлагало Академии звукозаписи никакого способа вернуть их. Вы ведете переговоры с учреждением, чье мнение вам все еще необходимо. С тем, чье мнение вы уже переросли, вы просто сообщаете. А мы можем обсудить то, насколько хорошо у Тэхёна развита моторика, или... Чилийский президент Хосе Антонио Каст в ходе саммита с южнокорейским лидером Ли Джэ Мёном обратил внимание на важность культурных связей и привел в пример BTS. Как заявил Каст, выступление группы состоится в октябре на главной спортивной арене Чили, национальном стадионе. По его словам, интерес к Корее среди молодежи страны заметно растет. Молодые чилийцы активно осваивают корейский язык и нередко выбирают Южную Корею для получения магистерского образования. Если никто из нас не может удержаться от этого Чонгука, то я понятия не имею, из чего сделаны нервы Тэхёна в таком случае. Global Citizen в Инсте. Благодарность за участие в аукционе. Огромная благодарность BTS фанатам за невероятную поддержку благотворительного аукциона Van Gool от Черестайсинг в пользу образовательного фонда FIFA Global Citizen. ARMY собрали внушительную сумму в $300 300, делая ставки на эксклюзивные аутфиты, в которых все 7 участников выступали во время шоу в перерыве финала FIFA World Cup 2026. Эта сумма составила почти половину от общего сбора всего аукциона. Каждая ставка стала вкладом в большое и важное дело. Вырученные средства будут направлены в образовательный фонд FIFA Global Citizen, миссия которого – собрать $100 миллионов на расширение доступа к качественному образованию и спорту для детей из малообеспеченных и социально незащищенных регионов. Спасибо, ARMY, за то, что превращаете свою страсть в реальную помощь и меняете мир к лучшему. У меня лютое дежавю, ребята.
Брейден Шепот, автор контента по League of Legends, гайды, советы, разборы механик, смешные моменты и новости игры, в Instagram выразил восхищение мировой суперзвездой Тэхёном после того, как тот стал предметом обсуждения в игровом сообществе. Тэхён объявил в Instagram, что достиг статуса мастера на корейском сервере во время своего мирового турне. Статус мастера – один из самых высоких уровней, которого достигают менее 1% игроков в одной из самых сложных соревновательных игр в мире. Лучшие игроки в этой игре пользуются таким же уважением и популярностью, как и звезды кей-поп, например, легенда видеоигр Фейкер. Шепард отметил, что достижение такого высокого статуса в условиях давления мировых турне – это абсолютное безумие, добавив в шутку: «Мне стыдно за свой текущий рейтинг по сравнению с его». Клянусь, иногда кажется, что он заколдован, ибо очень залипает. Студентка-психолог из Турции поделилась своим анализом личности Тэхёна. Иконичная внешность и душевный артист. Он всегда был загадкой. С самого первого дня, когда он был представлен как секретный участник BTS, аура Тэхёна была на совершенно другом уровне. Ему не нужно было прилагать много усилий, чтобы привлечь внимание. Просто его присутствия было достаточно, чтобы все начали говорить. Он действительно обладает таинственной, непринужденно притягательной аурой. Вершина классической и нереальной красоты. С точки зрения внешности, Тэхён широко признан воплощением неземной красоты. Он легко сочетает в себе классические корейские черты с четкой, почти нереальной симметрией, напоминающей аниме. Эта яркая внешность сделала его глобальной иконой стиля и любимцем фотографов мирового класса и модных брендов. Безупречная элегантность в моде. Уже в первые годы своей карьеры он экспериментировал с уникальными фасонами и банданами. Второе место. Это так интимно. Спасибо, Чангук, что спасаешь планету. Первое место. Мы знаем, что вам это надо ближе. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.